История нашего банкротства началась более года назад, в 2025 году. Наш бизнес пошел на спад, и нам пришлось занять очень крупную сумму денег, чтобы спасти бизнес. А вернуть этот долг мы должны были до мая 2026 года. Но, к сожалению, бизнес спасти не удалось, и нам пришлось продать квартиру, машину и вообще все, что было у нас, для того, чтобы погасить долг и все задолженности другие, кредиты, которые у нас были. Вот так вот мы лишились абсолютно всего. И вы знаете, хочу вам признаться, не так-то просто на 5-м десятке лет оказаться безработным и вообще оказаться в полном нуле. Очень оказалось неприятным. Долгие месяцы депрессии, слез. Конечно же, все это нас не обошло стороной. Но, слава богу, жизнь налаживается. И сейчас у Сангенча появилась работа. Он работает в автомобильной экспортной компании. Если будет кому-то интересно, вы можете посмотреть его работу на YouTube-канале Сангенч и Авто из Кореи, а также в ТикТоке. Ссылки мы оставим в описании к этому видео. Кстати, там ролики, по-моему, Сангенч выпускает каждый день. И благодаря тому, что теперь у Сангенча есть работа, мы можем выпускать новые видео на нашем канале, радовать вас этими видео. Вот. И у нас появилась съемная маленькая квартирка. И сегодня по просьбе зрителей мы некий такой рум-тур хотим организовать для вас. Приятного просмотра, друзья! Вот что мы видим, как только входим в квартиру. С левой стороны это кухонная зона, плита электрическая, стиральная машина, раковина, шкафчики, вытяжка и все остальное. Идем дальше. С правой стороны у нас туалет и душевая. Сверху повесили вот такие вот крючки, но особо ими не пользуемся пока. Вот так выглядит унитаз. Далее идет раковина, зеркала, а за этими зеркалами полочки. Вот такие вот удобные. И то же самое с этой стороны. Всякие принадлежности храним здесь. Пройдем дальше, друзья. Чтобы пройти в душевую, нам необходимо закрыть дверь. Но для этого надо быть очень-очень таким стройненьким, наверное. И вот здесь вот такая душевая. На потолке имеется что-то типа фена. Когда очень влажно в помещении в этом, тогда можно будет просто включить его. И здесь все полностью просушится, пространство. Кстати, друзья, душ у нас здесь настраивается по температуре. Я раньше даже не знал, в какой температуре я купаюсь. Для меня комфортная температура 28-29 градусов, но я в прохладной купаюсь. Смотрите, направлю туда, чтобы не обрызгаться. Видите, настраивается температура. Вот сейчас она будет подниматься. Вот сейчас 25, 26. И вода уже вот теплая становится. Вот. Удобно очень. Унитаз имеет разные функции, но мы ими не пользуемся. Все-таки предпочитаем самый простой вариант. Просто смыл, да и все. Закрываем дверь.
Выключаем свет. Надо экономить. И переходим в следующее пространство. Здесь у нас, друзья, я не знаю, как назвать это помещение. Вот такое оно махонькое, оно и столовая для нас, и рабочее место. Здесь у нас, смотрите, дисплей, это управление домофоном. Все. Здесь на сенсорах, можно через QR-код здесь зайти. Смотрите, здесь управление климатом пола. Ну, сейчас мы этим не пользуемся, потому что лето. Телевизором мы тоже не пользуемся. Кстати, да, он у нас без толку. А вот этими мешками, конечно же, мы активно пользуемся. В Корее обязательная сортировка мусора по видам материалов. Вот. И здесь у нас есть пластик, алюминий, алюминиевые банки и бумага. Все, что напоминает бумагу, картонка и всякое такое. Вот на этой баночке мы видим значок, на котором написано «пластик». Так легко определить, в какой мешок закидывать тот или иной предмет. А эта коробка картонная. А еще мы поели консервы, которые были в алюминиевой банке. И хочу показать вам, насколько здесь правильно, насколько грамотно организовано любое пространство, каждый квадратный сантиметр, друзья. Этот шкафчик у нас представляет собой холодильник. Давайте заглянем в него. В общем-то, вот так вот не густо, но и не пусто. Ну и не пусто. Да. Здесь морозильник. А вот морозилка у нас пустая, да? совершенно пустая, потому что, ну, в общем-то, нам нет смысла покупать мясо заранее, да? Да. Угу, поэтому с запасом мы не берем мясо, поэтому пустует морозилка. Далее, следующий шкафчик. Это вещевой. Тоже вещей совсем немного у нас здесь. Вообще у нас с собой совсем немного вещей, да, Сангеич? Чем богатый. Угу. Далее, вот здесь вот чайничек. И когда мы его кипятим, выдвигаем полочку вот таким вот образом. Чтобы пар мог вот так выходить наружу. Да, чтобы не портить мебель. Все задвигаем. Далее, друзья, здесь сушилка для вещей. Вот таким вот образом мы сушим вещи. Влажность очень сильно повышенная в Корее, и поэтому белье очень медленно сушится. А здесь, когда мы раскрываем эту сушилку, вешаем на нее вещи и сверху включаем кондиционер. Кстати, он сейчас тоже работает. Вот, и кондиционер прекрасно все высушивает. И еще у нас здесь есть встроенный столик. Посмотрите, он выдвигается вот таким вот образом. Ух ты. Вот такой вот он длинный. Угу. Меня до сих пор поражает, насколько практично здесь все устроено, настолько функционально. Я просто поражаюсь, друзья. А это самые обычные полочки выдвижные. Да, сладости всякие хранятся у нас. А здесь пакеты. В основном это мусорные пакеты. Это для обычного мусора, это для пищевого мусора. Здесь нельзя выбрасывать в любом пакетике такой обычный мусор и пищевой. Обязательно нужно покупать специальные пакеты. Ну, здесь тоже хранилище у нас некое. Тоже удобная такая полочка. И здесь тоже выдвижная.
Вот таким вот образом. И обратите внимание, друзья, каждый сантиметр у нас, каждый квадратный сантиметр представляет собой полезную площадь. Это же так здорово. А обычный мусор мы сбрасываем вот так вот в голубой пакет, который в прихожей повесили. И у нас есть маленький балкончик, в котором мы храним наши принадлежности для кемпинга. Это у нас пол. Это наша маленькая палатка. Многие ее видели уже. Да. Вот такой вот маленький балкончик. И такую вот штучку, друзья, мы тоже приобрели, чтобы убирать в нашей крохотной квартирке. Как раз он сюда вписался очень четко. Да, прям здорово. Как пистолетик маленький. Ага. Вот его место. А вот туда, вот вверх по лестнице, находится наше спальное место. Давайте пройдем туда, посмотрим. Лестница такая достаточно крутая. Надо аккуратненько. И вот такое замечательное пространство с максимальным минимализмом, друзья. Это столик, за которым монтируются все наши видео. И вот так вот спальное место, мягкое, уютное, шкафчики. Здесь минус то, что потолки совсем-совсем низенькие. И стоит чуть-чуть приподняться на коленки, сразу же вот упираюсь в потолок. И вот такой вот вид мы наблюдаем сверху. Помашите рукой. Стоимость этой квартиры в месяц составляет примерно $270. Ну и плюс коммунальные услуги. Друзья, Сангенч купил нам вкусный обед. Горячий еще. Смотрите, какая красота. И этот обед, друзья, называется доширак. Вот здесь написано. Да. Доширак. Стоимость данного обеда 6900 вон, а этот обед стоит 6400 вон. Здесь еще прилагается ким. Сушеные водоросли такие. Вот такая вот красота тут у нас. Котлетка, фунчоза, разные салатики, мяско остренькое, тункас, кукурузный салатик, макарошки и рис. Разные виды салатиков, сосиски, котлетки, курочка в кляре, мясо. По-моему, это мяско у нас здесь. Так, и рис. А это пеккимчи. Так, давайте попробуем. С риса начнем. Друзья, всем приятного аппетита, кто за столом. Приятного аппетита. Спасибо. Это тоже мясо, оказывается.
Мясо, видимо, с грибами. Этот салатик называется тяпче. Угу. Стеклянная лапша с грибами, с мясом. Кстати, вообще не остро. Мгм. Вкусно. Вообще здесь очень вкусная еда. Прошло 10 минут. Или даже меньше. Думаю, что меньше. Ага. Надо попить холодной воды, ледяной. И посмотрите, что у Александра Евгеньевича в коробке осталось. Ничего. Ничего. Да. А у меня, ну, обычно я такую коробку делю на 2 раза. Это учитывая, что все сосиски я отдала Сангеичу. Мгм. Да. Так, снова у нас ледяная водичка за вас, друзья. Здоровья вам всем, счастья, мира и добра. Давайте. Динь. О, какой же это класс. Потому что там за окном у нас такая духота, такая жара. 39 градусов сегодня. Как говорят, на Корею упала жара такая сильная за последние 122 года. Мгм. Такого не было. Ну, не знаю. Тяжело там. А в помещении хорошо. Друзья, время 10 час. Вышли погулять. Ой, невозможно. 32 градуса сейчас. Ощущение как Обливаемся. 42. Да, обливаемся потом. Духота Нереально. нереально. Даже комары сдохли все. Да, даже комаров нет. Очень жарко.